Ребят, всем привет! Это мое новое видео, и оно будет про мой 2023 год, про то, почему этот год был лучшим годом в моей жизни. Приятного просмотра, всех с Новым годом, погнали! Не знаю, сколько оно по минутам получится, может быть там даже хоть час, я не знаю, сколько буду вам это рассказывать, но в целом надеюсь, что это будет реально интересные истории, потому что если я даже на них смотрю вот как-то со стороны, то мне кажется, что это очень крутой опыт, который со мной произошел, и если бы мы не поехали, я бы дальше продолжал работать в Санкт-Петербурге, монотонная жизнь, ничего бы интересного так дальше не происходило бы. Но сейчас я вот прям точно с уверенностью могу сказать, что 2023 год это самый интересный и самый реально лучший год, который я проживал за все свои 24, практически 25 лет. Наверное, все началось с того, что я работал в компании, которая занималась истреблением насекомых, проведением санитарно-технических обработок ресторанов в Петербурге. Достаточно крупная компания была на самом деле, но она и есть. И за этот опыт на самом деле я вообще максимально благодарен Лехе. Я думаю, ты смотришь. Ну, по-любому смотришь. И за то, что он позвал меня, пригласил на эту работу. У меня не было никакого опыта в сантехнических обработках, не было никакого опыта с насекомыми там и тому подобное. Но в тот момент я реально нуждался в работе, сидел без работы, играл в комп, и мне нужна была работа. И Алексей мне написал, сказал, что вот, давай пошли. Соответственно, он меня в тот момент очень сильно выручил, и я начал работать. Все шло хорошо, высокая достаточно зарплата для Петербурга. Работали там плюс-минус каждый день по вечерам, где-то, наверное, в 8, в 10, в 10, где-то в среднем в 10 вечера там начинали заказы, потому что рестораны закрывались. И мы, соответственно, ехали на обработку, приезжали в рестораны. Обычно это были всякие элитные рестораны, типа ресторан Москва, рестораны там, не помню уже название, ну, короче, очень крутые рестораны, дорогие. И в 90% случаев в этих ресторанах было все приемлемо или вообще идеально в плане насекомых и тому подобное. То есть я насекомых за года полтора, наверное, моей работы вообще практически там особо не видел. То есть были где-то, но это были какие-то единичные случаи, в основном просто были какие-то профилактические работы, и в целом эта работа меня устраивала вообще максимально. Где-то, наверное, спустя года полтора моей работы в этой компании я начал замечать, что жизнь, да, вот она превратилась в какую-то монотонную рутину. То есть я просыпался, кушал, шел, делал какие-то дела, какие-то, ну, элементарно, там, условно, сходил там куда-то в магазин, съездил куда-то по делам, в магазин в тот же. Пришел домой, посидел в компе, разбираюсь с какими-то там делами еще, играю там или еще что-то делаю, потом сажусь в машину, еду на работу, обрабатываю помещение, приезжаю домой, ложусь спать, и вот так вот день за днем. И целый год прошел как раз-таки в вот такой монотонной, абсолютно неинтересной рутине. И вот в тот момент я уже начал задумываться о том, что нужно что-то, в общем, делать. Потому что меня это абсолютно не устраивало, но я не понимал просто, что с этим вообще можно сделать. Потому что если куда-то уезжать, например, да, хотя тогда у меня даже мысли не было куда-то уезжать, в целом, типа, бросить работу и что-то чем-то начать заниматься, я понимал, что просто не будет денег на жизнь. И то есть в любом случае нужна какая-то работа. И вот этот замкнутый круг, он получился как тупиком для меня, потому что я не знал, что делать, чтобы от этого сбежать. И то есть вот этот вот день сурка, он каждый день вгонял меня в какую-то депрессию, наверное. Я не знаю, депрессия это была или нет, но вот то, что я был максимально подавлен, это прям 100%. В итоге все, наверное, свелось к тому, что я ощущал себя в какой-то моральной яме. Я не знал, чем мне заниматься по жизни, потому что я понимал, что травить условно тараканов и обрабатывать помещение всю жизнь я не хочу. Я понимал, что это какой-то временный этап.
но другой какой-то цели и понимания, вот, что я буду заниматься вот этим или вот этим, у меня абсолютно вообще как бы не было. И это ощущение внутри, оно, короче, очень сильно давило. То есть вплоть до того, что я просто вот, ну, не хотел просыпаться. Вот я просто лежу и думаю, ну, я, ну, просто не знаю, что мне делать, чем мне заниматься. Неужели вот так вот все и будет? Типа, в этот момент, когда я ощутил вот это вот все давление изнутри, понял, что это уже очень сильно давит, что аж уже, ну, терпеть практически невозможно. В этот момент начинаются всем известные события. Это усугубляет ситуацию, наверное, в 2 раза. То есть я реально в 2 раза хуже себя стал чувствовать. Там за полгода я понимал, что происходит какой-то кромешный капец. И что это абсолютно ненормально. И мое состояние плюс вот это постоянные негативные ноты, то есть все новости, ну, я думаю, вы сами помните, все новости в то время были абсолютно негативные, и не было ничего как будто бы положительного. Этого посадили, этого арестовали, этих разогнали, избили, эти на войне, эти погибли, этого взорвали, ну и, короче, вот все касалось вот этого. Наступает такой момент, и его, я тоже думаю, все помните момент, когда начинают говорить о мобилизации, это что там, август, сентябрь, и понял, что как бы мое спокойствие, ощущение стабильности и покоя, оно намного дороже, нежели ощущение непонимания завтрашнего дня и будут ли у меня завтра деньги, да? Такая ситуация, в общем, у меня в голове. И в этот момент начинают звонить с работы, ну, точнее, я просыпаюсь с утра, у меня в голове непонятная каша, боязнь, что произойдет, что будет. В тот момент никто ничего не понимал. Это сейчас уже мне некоторые в комментариях пишут, что за бред ты несешь, никого никуда не забирали, это все фигня. В тот момент никто ничего не знал. И я просто понимаю, что я этого не хочу. И в этот момент я просыпаюсь, в общем, от того, что пишут с работы, мол, приедьте, пожалуйста, в офис, подтвердите привезите свой военник, ну вот что-то вот с этими документами, с воинским учетом, нужно подтвердить какие-то бумаги туда-сюда. Я, короче, просто понимаю, что, ну, вообще не хочу по этому пути, вот эта колея развития событий мне вообще не нравится, она меня вообще не устраивает, и внутри вот этого чувства, как будто бы в 3 классе мне стрелку забили за гаражами после школы, после уроков. Вот это волнение внутри, оно настолько было сильным, что я такой, ну все. И, короче, мы собираем чемоданы. Я говорю, что все, типа, надо точно ехать. Типа, не хочу я этого оставаться. Все, естественно, меня поддерживают. Мы собираем вещи. И уезжаем на тот момент, мы уезжаем в Магнитогорск, в сторону Магнитогорска, потому что у девушки там живет мама. Мы уезжаем в сторону Магнитогорска, и вообще в планах у нас не было идеи уехать за границу. Мы думали, что просто время пройдет, все это закончится, и все будет хорошо. Но мы приезжаем в Магнитогорск, время, наверное, 1:00 ночи, мы сидим, разговариваем с мамой девушки моей, и она говорит, и это было, наверное, не наверное, 100% это было лучшее, это было ключевое, наверное, решение. Сейчас я понимаю, что если бы это не произошло, это было бы просто, ну, трагедия. Она говорит, что нам нужно ехать за границу. И в тот момент рядом с Магнитогорском граница с Казахстаном, которая работала, еще немножко заранее до этого, как мы ехали в Магнитогорск. Это, на самом деле, тоже очень такая грустная и стрёмная история. Вообще, не хочу вспоминать даже эти чувства, но мы едем, и новости, что останавливают на дороге, запреты не выезде. Тогда много ходило фейков, не фейков, много, но никто не знал, правда это или нет. И любая новость, она воспринималась очень, как бы, ну, в упор. И получается так, что выходит новость, что останавливают на дороге, вручают повестку, вручают запреты не выезде, и все, и ты не можешь никуда выехать. И то есть любой пост, который я проезжал,
я был бледный, мокрый и думал, что не дай бог просто, вот реально. В итоге мы доехали вот так вот с горем пополам и принимаем решение реально ехать через границу с Казахстаном в Казахстан. Тогда еще вообще никаких планов не было. Мы тогда ехали вообще на Дальний Восток моим родителям. И в час или в 2 ночи мы выезжаем, получается. Мы не ложимся, мы собирались ложиться спать в Магнитогорске, мы не ложимся спать. И на нервах садимся в машину и просто едем на границу с Казахстаном, чтобы хотя бы проверить, сможем ли мы выехать, потому что не было информации. Кто-то говорит, что выпускают. Были огромные там 10-километровые очереди на границах там, с Грузией, с Арменией, с всеми вот этими близлежащими странами. И мы просто поехали проверить, и получится оно или нет. Мы приехали на какую-то менее загруженную границу, простояли там, наверное, часов 6 в очереди на машине. Подъехали к границе. Нас встретил военный, парень в военной форме. Скорее всего, он был, из какой-то, не знаю, в общем, военный. И это было на подъезде к границе. И он нас останавливает. И в этот момент у меня мысль, что, все. Вот сейчас он останавливает нас, как и там несколько машин стояло на какой-то такой около проселочной дороге, которая в сторону границы. И вот он сейчас останавливает, вручает мне повесточку, вручает мне там запрет, что-нибудь выписывать, не выписывать, не знаю, ставить меня на учет, не знаю, как это происходило, если происходило вообще. И все. В общем, я такой думаю, я сделал все, что мог, все, что от меня зависело, я все сделал. То, что так сложилось, значит, так оно и должно быть. И в итоге этот парень подходит и говорит: здравствуйте, там, Максим, как ваш день? Я говорю: как? Не очень, говорю. И единственное, что он мне сказал, что происходит какая-то дичь, езжайте, мы с вами. Вот что-то в таком формате он мне сказал. Парню, наверное, лет 25 тоже, в районе такого. Отдает мне мои документы, и мы просто едем. Он мне говорит: вот там граница, езжайте. Все, окей. Все, мы проходим границу с горя пополам, потому что я тоже думал, что мы можем не пройти. Проходим границу, в общем. И тут начинается такой очередной этап непонятных ощущений, потому что у меня нету загранника. Опять же, это получилось из-за того, что когда я был в Питере, я думал сделать загранник, но не сделал, потому что вам нужен военный билет. Чтобы сделать загранник, вам нужен военный билет. Это мне говорили все вообще абсолютно, и везде в интернете это было написано. Но, как оказалось, сейчас я уже могу сказать, что не нужен военный билет, чтобы сделать загранник. Вот, у меня не было военного билета, мы понимали, что дальше мы никуда не поедем. И тут я понимаю, что деньги-то кончаются, да, и они рано или поздно закончатся, и достаточно, скорее всего, очень быстро. А отложенных там было немного, плюс там еще помогли немножко нам. За это, кстати, тоже, не знаю, нескончаемая благодарность, и если бы там не наши родители, родственники, не знаю бы, как, в общем, получилось. В общем, мы в Казахстане, стоим в пустыне. Не помню, уже было, по-моему, утро, потому что ночью мы проезжали как раз-таки вот до границы. Было ощущение внутри опустошения с точки зрения позитивного такого, да, настроя, что я расслаблен, я вот просто выдохнул. Когда мы пересекли границу, вот все вот эти вот там 2 или 3 или там 4 последних дня, которые просто вот у меня был ком в горле, я просто вот не знал, куда себя деть, вот я выдохнул и понял, что вау, какое приятное чувство, которое я не чувствовал за последние там 4 года, живя в Питере, потому что у меня там вот эти вот универы, постоянные стрессы, там постоянные стрессы, там на работе постоянный стресс, потом постоянный стресс из этого военкомата, любой призыв, я там по прописке живу, этот любой призыв, постоянный стресс. И вот у меня не было ощущения, что
я свою жизнь живу так, как я хочу, потому что вот мне постоянно приходилось подстраиваться куда-то, что-то вот это. И вот тут я первый раз почувствовал это ощущение. Оно было таким, блин, я не знаю, очень странным, но максимально приятным. Это вот прям чувство эйфории. Вот я прям как будто бы загуглил слово эйфория, и вот оно вот описание, вот в данный момент его почувствовал. Типа, это было супер вообще, очень круто. Чувствовал вот, не знаю, какую-то тупую радость, знаете, типа нету причины, там, грубо говоря, да, но это такая тупая приятная радость вообще, ну, вот как будто не свобода, ладно, ну, типа спокойствие, что ли, типа вот я выдохнул. Мы заселяемся, в общем, в Казахстане в какой-то отель, и вот тут вот, наверное, я начинаю осознавать, что какой же, типа, я идиот, реально, ну, типа, насколько я идиот. Работу можно найти, там, ну, типа, найти себя там как-то, еще что-то, все можно сделать. Для меня решением всей вот этой вот моего ощущения было уехать. Уехать, сменить мое вот это привычное, мою привычную рутину, мое привычное состояние. И вот этот вот день сурка заменить именно... Мне даже не отдых не помогал, понимаете? Типа, кто-то скажет там отдых, наверное, да? Помог бы тебе. Нет, был отдых, он не помогал. Возвращаешься к тому же и заново. День-два, все, заново. И я понял, что для каждого человека это, наверное, разное, да, вот это ощущение найти гармонию, типа, внутри. Но для меня, реально, я в тот момент осознал, что вот оно. Вот это чувство, типа, которое я, вот, не знаю, последние, там, 5 лет, да и вообще, наверное, никогда вот не чувствовал. Вот настолько было. Вот я просто мог сидеть вот так вот и думать. У меня аж, типа, знаете, аж там глаза слезились, потому что я просто понимал, что, блин, типа, офигеть, вот оно, это чувство. Насколько это, типа, странно. Типа, я настолько рад. В Казахстане мы провели... Это были классные дни, мы посмотрели Астану, мы проехались по всему Казахстану, посмотрели Астану, посмотрели, как живут люди. Типа, я никогда не был в Казахстане, это вообще потрясающая страна. Если казахи смотрят, всем саламат сызбы, вы очень крутые. Но, как и в каждой стране, есть немножко чеканутые люди, потому что некоторые отели мы заходили, нам говорили: а, вы русские? Ну идите да отсюда, типа на 3 буквы. Мы такие, чё, ну ладно. Ну, короче, типа, Казахстан мне показался супер классной страной. Я вообще бы с удовольствием еще раз вернулся. И в Астану, и в Алматы. Это, блин, очень классные города. И дальше получится такая ситуация, что цены в Казахстане поднялись, денег у нас немного, ну, за аренду. Денег у нас немного, и мы принимаем решение ехать в Бишкек, в Кыргызстан. Для меня это было ощущение, что там дешевле, потому что это деревня. Для меня было ощущение, что Кыргызстан это прям... что это деревня, и поэтому мы подумали, а что нам терять? Поехали в Кыргызстан. Около года, наверное, мы жили именно в Бишкеке. И реально Бишкек, это, наверное, за вот этот год, который мы там жили, он реально стал для меня таким вторым домом, наверное, потому что, ну, Бишкек, он максимально приятный. Если вы никогда не были в Бишкеке, думаете куда-то съездить, вот Бишкек прям то место, куда, я считаю, надо съездить. Там настолько классная атмосфера, приятная, там настолько крутые люди. Я там нашел очень много друзей, потому что мы катались на трековом велосипеде, то, что у меня сзади стоит, вот на таком трековом велосипеде, только на старом, я катался в тот момент, я как бы с ним переехал из Питера, и я когда, мне кажется, вниз смотрю, это вообще выглядит ужасно, но сори, реально сори, это достаточно такое тяжелое видео для моего мозга. И, в общем, Бишкек, да, это очень классное место. Я 100% еще вернусь в Бишкек, это прям даже не обсуждается. Всем пацанам привет, если вы вдруг смотрите. Год в Бишкеке пролетел очень быстро. Это было очень яркое, какое-то насыщенное какое-то время поиска, наверное, дальнейших каких-то идей. То есть в Бишкеке я ощутил себя в состоянии спокойствия
и ощущение того, что теперь я могу подумать хотя бы, у меня будет время, чтобы подумать, куда двигаться и чего я хочу. То есть мне не хватало этого, хотя бы подумать, куда я хочу, потому что до этого у меня физически не было возможности подумать даже, чего я вообще хочу. И вот это ощущение, что я не знаю, чего буду делать по жизни, оно начало появляться именно в Бишкеке, и я начал думать, чего я вообще хочу, размышлять, пробовать. Я пробовал стримить, я пробовал работать, я пробовал что-то там открывать, думать и тому подобное. И это все реально привело меня вот только к одному. Это привело меня к идее, что для меня YouTube, я занимался стримами на Твиче, и оно мне безумно нравилось, и до сих пор нравится. Я думаю, что когда-нибудь, возможно, вернусь к этому. Но в тот момент я понял, что YouTube и именно создание контента какого-то, видео, это, наверное, то, чем я хочу реально заниматься в жизни. Это то, что мне безумно нравится. И когда я сидел анализировал, я понял, что я снимал видео всю жизнь, реально. Я начинал видео снимать еще очень-очень-очень давно, когда еще был там мелким. Я снимал там, как на сноуборде катаюсь, как на мотоцикле катаюсь, сидел, это все монтировал по несколько там дней. И для меня это было настолько безумно интересно. Но если тогда для меня это... Я даже тогда не предполагал, что за это можно какие-то там деньги, да, получать. И тогда это для меня было просто вот как кто-то играл в комп, а я сидел там монтировал, что мне очень нравилось там снимать, монтировать, я на мотике там катаюсь, еще что-то. И я понял, что вот оно, вот это, ну, решение всех моих там ментальных каких-то проблем с башкой. Найти дело, которое тебе реально будет нравиться, и за которое ты готов не получать ни копейки. Это было настолько классное чувство. Но на тот момент я понимал, что мне нужно все равно сделать какие-то шаги к тому, чтобы я мог снимать. И это было бы параллельно с тем, что я мог бы жить еще хорошо. И нужно было, в общем, сделать какие-то шаги, которые я, может быть, не очень бы хотел бы делать, но они 100% нужны были для того, чтобы встать вот в эту колею, хотя бы дойти до нее, до этой колеи, по которой потом можно будет двигаться уже до конца вообще своей жизни, да. И в Бишкеке я просто начал, получается, что-то думать, как мне это сделать, что мне сделать, и в этот же момент я получаю загранпаспорт по истечению там какого-то долгого срока, я получаю загранпаспорт, и мы решаем, куда мы дальше едем, потому что в Бишкеке оставаться не очень хотелось, так как я на тот момент уже осознал свою какую-то, не даже бы сущность, но может быть даже и сущность, окей, назовем это так, то, что я хочу двигаться, я хочу посмотреть весь мир, я хочу пожить в Японии, хочу пожить еще где-то, и вот эти мысли, они толкали, то есть не хотелось просто осесть в Бишкеке. И на тот момент мы просто... Чуть ли не первое, что входит в голову, это такие: о, Аргентина есть. И мы такие: Аргентина. И Тася говорит такая: не, точно не Аргентина, 100%. Вот прям 100% даже обсуждать не буду. И я такой, типа, блин, вау, круто, Аргентина, а чё нет? Но на тот момент я такой, вау, круто, а чё нет? Ну, в голове такой, ну, навряд ли Аргентина, типа, это где вообще? Я даже не понимаю, где это, где-то там вообще далеко. Ну, короче, где-то, наверное, через месяц мы уже купили билеты. Так, я не знаю, как это сложилось, но это, короче, было прям вот так вот, спонтанно, типа. Мы уже купили билеты, и такие сидим, такие, блин, прикинь, в Аргентину летим, типа, чё? Еще бы там условный 1,5 года назад я бы ни за что бы не поверил бы, что вот так вот могло бы произойти, что у меня уже билеты в Аргентину, мы летим, типа, чё за фигня, как это так? Я бы там сидел бы там на работе, бы там тарканов травил, и такой, типа, через 1,5 года в Аргентине буду. Ни за что бы не поверил, отвечаю. Вот прям ни за что бы. И все, и мы, короче, летим в Аргентину. И начинается, наверное, уже лучший этап. Лучший этап из всего этого путешествия. И самый счастливый, и самый такой прям крутой.
الشمالية. Первое впечатление, я не помню, какое оно было, но я помню, что было прохладно. Я помню, что я готовился к плюс 30, жара, кайф, пальмы, море. И я выхожу, и мне холодно. Я помню это ощущение, потому что я в шортах, футболке. А типа на тот момент это был май, наверное, по-моему, или июнь, либо май, либо июнь, и было реально прохладно для шорт и футболки. Я такой, вау, типа, тут что, так? Типа, чё? Мы же только что в Бишкеке были, там плюс 35 было. Но в целом, типа, это вообще никак не испортило впечатление, и первые дни вот этой эйфории, вот этого ощущения, что вау, типа, новая страна, я вообще не верю, да как может быть так, мы тут, да блин, да я же вот, типа, только там 1,5 года назад там было настолько, типа, непонятно что, куда и зачем, и сейчас мы тут, и у меня там есть YouTube, и я хочу им заниматься, и я им буду заниматься, и там несколько только вариантных шагов, там каких-то вариантных шагов, чё? Ладно. Только сделать там несколько каких-то шагов, есть какие-то несколько вариантов движения, но они все равно приводят к одному, и типа настолько это сильно меня вообще впечатляло, настолько сильно меня это радовало. Да, в общем, все, мы находим квартиру, мы начинаем интегрироваться, мы начинаем учить язык, начинают вот как раз таки вот эти шестереночки счастливого какого-то этапа крутиться, начинают толкать вот этот вот мой мозг немножко в направлении там ютуба, контента, еще что-то. Я все больше в это углубляюсь, анализирую, начинаю снимать, понимаю, что, блин, я настолько был уверен, что мне это понравится, и оно вот так и произошло, типа, я просто реально чувствую себя счастливым, блин, вот я не знаю, вот настолько это тупое чувство, но оно настолько банальное, но настолько оно было недосягаемое, типа, вот это вот чувство счастья, типа, и вот оно. Блин, я даже не могу передать это вообще словами. Но на тот момент у меня все равно были там какие-то, да, там проблемки, типа там с работой, еще с чем-то. И оно все равно, вот знаете, это чувство безмерного счастья, оно потихоньку начало так это опять в рутину заворачиваться. Но на этот момент я уже знал, что такое рутина, потому что я осознал, что это за чувство, я понял, что с этим нужно сделать, и я понял, что там, поехали туда сходим погуляем, поехали туда сходим, тут новое, это новое, язык новый, тут новое, в Уругвай мы съездили, как в Уругвае посмотрели, море, не море, там туда-сюда, и то есть это все за счет постоянной смены обстановки, выхода вот из этой зоны комфорта, которая у меня была там на протяжении 5 лет в Питере, и вот эта вот погода мрачная вечно практически, вот это ощущение рутины, день сурка, все оно навалилось, а тут все меняется, новые языки, новое окружение, ну окружения никакого нет, я имею в виду в смысле окружения вокруг, не людей, и короче это все настолько классно, и в этот момент я понимаю, что куда я хочу двигаться, да, и что мне для этого нужно, и на тот момент полгода назад, да, я принял для себя такое решение, что мой контент — это Аргентина, это мои путешествия, какие-то походы в горы и тому подобное. И дальше у меня родилась вообще, ну, как мне кажется, гениальная мысль лично для меня, что я хочу снимать именно то, чем я всю жизнь занимался, да. Я катался на велике, я катался на сноуборде, я там катался на скейте, обожаю там невероятно всякие походы, там водопады в горы, там еще что-то. Но это все можно было снимать. Прикиньте, мы даже в Кыргызстане куда-то ходили, и я думал, вот если бы я тогда начал снимать, это было бы настолько классно, типа, круто. Очень жаль, что я не начал снимать, не догадался тогда. И, короче, в целом, да, все начинается все так настолько круто, и вот уже шашки немножко потихоньку идут, я уже там купил себе велик, скоро начну с ним какой-то контент снимать, там, фикс комьюнити, оно тоже, типа, достаточно огромное, и с ним какой-то контент будет крутой, там, ну, это надо GoPro-шку еще купить, чтобы там кадры были, и вообще, в принципе, была возможность снимать, типа,
потом там куплю скейт какой-нибудь, куда-нибудь в горы будем ходить, серфингом хочу очень сильно хочу научиться серфить, и, кстати, скорее всего, мы сейчас в ближайшие, ну, вот эти праздничные дни поедем, я буду первый раз пробовать серфинг, блин, я вообще, представляете, типа, я бы даже не мог бы подумать 2 года назад о том, что это может произойти, что я такой, вау, поеду на праздники в Мар-дель-Плату посерфить, ну, первый раз серфинг попробую, вау. Очень жалею, что не сделал это сразу, но лучше поздно, чем никогда, лучше пофигу, что это главное, что это произошло, и я вообще, ну, как бы решил это видео записать именно от вчерашнего ощущения, что вау, типа, вот оно, вот. Очень было важно для меня найти вот это чувство пути. Я безумно рад, что это все получилось, я безумно рад, что вы смотрите, я безумно рад реально, что кому-то из вас это нравится. Я безумно рад, что я вижу свой дальнейший путь. Вот хочешь, вот прям возьми, типа, и сделай. Нет возможности, я понимаю, разные бывают ситуации, абсолютно бывают разные ситуации. Возможность найдется. Главное ее не упустить. Это сейчас заключение вот моей мысли и недавнем моем разговоре с другом. В общем, да, все сводится к тому, что сейчас я реально, кстати, можете меня поздравить. Я недавно записывал видео, что там проблемы были с работой. Я нашел вообще потрясающую компанию с потрясающим составом работников и руководителем. Я реально начал заниматься тем, что мне до этого нравилось. И сейчас я возродил, так сказать, свое крупную. Я работаю маркетологом, занимаюсь тем, что мне реально нравится. Это, ну, как бы очень сильно развивает и мои навыки, и параллельно мне помогает с какими-то там идеями, и плюс как бы работу это выполнять мне нерутинно. Такие задачи в рекламе, они очень нерутинные, они абсолютно разнообразные, они очень интересны с творческой точки зрения, прокачивают и мои навыки, и компании хорошо, и мне хорошо, и зарплата хорошая, и, короче, я безумно рад, что так получилось. Опять же, не без труда, как говорится, потому что я посетил порядка 20, наверное, собеседований. Ладно, обманул, какие 20? Ну, собеседований 10 точно я посетил. Из них, наверное, 100 я, наверное, отправил из этих резюме, не резюме. И вот, наверное, где-то 10 собеседований посетил, и вот одну компанию взяли. Вот все настолько потрясающе пока что складывается. Я надеюсь, что все-таки будет. И что дальше это будет только умножаться. Все вот это ощущение счастья. И все мои планы, которые я строил по поводу путешествий, по поводу покупок там велосипеда, по поводу поехать посерфить, поучиться, поехать в горы, покататься на сноуборде, все это снимать, купить коптер, купить GoPro, делать супер крутой контент. Эти планы, они сейчас начинают все выстраиваться, я чувствую настолько невероятное вообще ощущение эйфории и ощущение, что, блин, я реально кайфую, что я реально получаю удовольствие от жизни. Мне этого очень сильно не хватало, ощущения. Подводил я, в общем, это все к тому, что недавно говорил с другом, с своим очень давним и очень хорошим другом. Дима, привет. Он говорит, мол, что-то 2023 год такой стрёмный. И я такой, ну да. И там, ну, так задумался и такой думаю, так нет. Типа, я настолько привык каждый год сидеть и думать, что, блин, такой стрёмный год. Я такой просто на автомате, да, типа, стрёмный. И потом сижу и думаю, так нет, вообще же нет, это лучший год, который со мной случался, реально. Лучше со мной ничего в жизни не случалось за всю мою историю. Ничего не было лучше. Вот того ощущения, да, что я сейчас испытываю. И меня это очень сильно мысль зацепила, и я ему написал потом, что не просто же так говорят, что типа мы сами кузнецы своего счастья, да, банальная фраза, но она получилась настолько очевидной, насколько вот правдой, знаете, типа, что вот так оно вот реально и есть, что пока мы сами реально не сделаем что-то, пока мы сами не изменим то, что нам не нравится, а не будем вот это вот ждать, сидеть и такие, типа, ну, наверное, исправятся, по-любому что-то будет лучше. Вот я так сидел, думал, и типа вот реально так и есть, что вот пока ты сам реально не вытащишь себя из того ощущения, которое тебе не нравится, и
не сделаешь что-то для этого, то, скорее всего, каждый год будет плохим. Каждый год будет плохим, и лучше, скорее всего, не будет. Поэтому мысль моя такая, что если жизнь не очень, нужно действовать и только самому менять ее. Спасибо, в общем, за просмотр. Всем с Новым годом. Реально безумно благодарен, что вы смотрите. Если вы остаетесь и продолжаете меня смотреть, будем вместе развиваться. Я абсолютно за вас каждому благодарен. Вы всегда можете написать мне в Telegram. Я отвечаю абсолютно всем, кому могу, там как-то помогаю с какими-то вопросами, с кем-то встречаюсь, кто здесь, например, в Аргентину приезжает. Пишите, если вы хотите. Да, если не хотите, тоже пишите. Напишите в комментариях, пожалуйста, что-нибудь. Можете даже точку поставить, это очень сильно продвигает канал. Спасибо вам еще раз. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть желание, подписывайтесь на канал. Спасибо вам еще раз за просмотр. Пока-пока.